привет, с вами Владлен. В прошлом видео мы с вами собрали самый медленный 286 и самый быстрый и занесли параметры бенчмарков в нашу таблицу. Напоминаю, что мы будем собирать 300, 486, потом Pentium, Pentium 2, Pentium 3 и проследим, насколько развивалась производительность по годам и моделям. Однако мне сделали замечание в комментариях, да, я читаю все комментарии и даже отвечаю на них. Сказали, что я не до конца выжил все возможности из 286, потому что не установил туда Windows. Сказали, что Windows 2.0 она потянет. Но, ребята, я вас уверяю, что потянет она гораздо более крутой Windows. И действительно мое упущение, поэтому сегодня мы его установим, заодно вспомним и пройдем курс молодого бойца, учебник оператора ЭВМ. Помните такую профессию в нулевые? Посмотрим, какой из меня оператор ЭВМ. Так что берите чай, пристегивайте ремни и погнали устанавливать Windows. Кстати, кому интересны бенчмарки, я выложу их в Телеграме. Чек, закрепленный комментарий. И, конечно, огромная благодарность Максиму Краснянскому за поддержку нашего проекта. А также вот этим ребятам, которые поддержали нас, Нинель, на бутылочку кельнериновской газировки с ароматом термопасты. Ну что ж, погнали переустанавливать Windows! Ну что ж, давайте приступим к установке. Устанавливать мы будем самым настоящим образом с дискет. У нас действительно есть целых 9 дискет. Представляете, Windows помещалась на 9 дискет. 1,44 мегабайта. И запускаем наш сетап. Как мы видим, он выглядит практически так же, как сетап от Windows XP. То есть Microsoft придерживалась своих дизайнерских традиций, и установка Windows, по крайней мере ее начальная часть, выглядела вплоть до Vista примерно одинаково. Так что он нам предлагает? Для ознакомления с программой установки Windows нажмите F1, для установки Enter, для выхода F3. Что такое интересное ознакомление с программой установки? Ага. Программа Windows Setup упрощает процесс установки системы. Подождите, а можно без программы Setup его установить? Я, честно говоря, о таком даже ни разу не слышал. Setup определяет тип компьютера, ну, вы понимаете, чем он занимается. В общем, если кому-то интересно посчитать, как же устроен Windows Setup и что он делает, можете посмотреть его справку и даже посмотреть, какие ход-кейсы он использует. Так, для использования экспресс-установки нажмите Enter. Ну да, наверное, мы сделаем экспресс-установку. Тут же все просто и понятно. Windows определила, что у нас русская версия, да. Язык кириллица. А почему не Мефодиевица? Где-то обиделся один Мефодий. Список соответствует моему компьютеру. Так, 2 шифта переключения языка. Нас это устраивает. И нажимаем Enter. И начинается самое интересное копирование файлов. Копирование файлов у нас происходит с дискет. И программа установки будет периодически требовать нас поменять дискету на следующую. Как-то раз в 2000 году, когда самым популярным треком, кстати, был Freestyle, я действительно устанавливал Windows 3.1 на 286 одному из своих друзей. Времена были сложные, достать компьютер было практически невозможно. Хотя в комментариях кто-то напишет, что у него уже в 90-х, так, вставьте диск 2, что у него уже в 90-х был супер топовый компьютер. Но это было далеко не у всех. Поэтому если мама или папа приносил с какой-нибудь работы списанный 286 в конце 90-х, начале 2000-х, это было за радость. Вот таким образом у него и появился кассовый аппарат на базе 286, который стал для него на какое-то время игровым компьютером. Так, вставьте диск 3. Однако потом ему купили Celeron 366 и видеокарта Riva TNT 2. И он резко из грязи в князи, из самого бичевского компьютера стал обладателем самого крутого компьютера среди нашей дворовой компании. Тем временем, пока я тут вам рассказываю всякие истории, мы с вами уже приблизились к Нет, не приблизились. Кодовая страница не совпадает. Это нормальное совершенно утверждение. Просто в DOS мы не сможем использовать кириллические названия файлов. Кириллицы не сможем Мефодиевицы! Но нам это, в общем-то, и не нужно. Поэтому мы просто продолжаем установку, игнорируя это сообщение. Итак, программа установки запускает графическую часть установки, собственно, с нашим Windows. И, как мы видим, он работает. Так, видите ваше полное имя, фамилию, отчество, номер паспорта, адрес регистрации. О, ладно, хотя бы это не просят нас ввести, и то хорошо. Также видите название фирмы, если будете использовать Windows в деловых целях. Как вы думаете, друзья, мы будем в деловых целях использовать? Я думаю, наша цель такая, как ретро-обзор, очень деловая цель, поэтому, разумеется, мы укажем имя и название компании. Телерадиокомпания Нинель представляет.
Продолжаем установку. Убедитесь, что вы все правильно написали. Конечно, все правильно я написал. Продолжаем. И началось самое длительное копирование файлов. Заметьте, никаких поисков драйвера, ничего такого. Просто заполнили форму с именем, фамилией, отчеством и пошло копирование файла. На 286 с дискет этот будет довольно долго, поэтому мы даже можем почитать надписи, которые нам выводятся снизу. Никогда их не читал, ну давайте почитаем. Добро пожаловать в Microsoft Windows 3.1. Если у вас нет опыта работы с Windows, у меня-то нет, знаете, скольким девушкам я успел переустановить Windows. Ой, не будем говорить об их благодарности. В общем, посмотрите краткое путешествие по Microsoft Windows в книге «Приступая к работе». Шутки шутками, а раньше вместе с Windows продавался прям огромный талмуд, огромная книга, в которой рассказывалось все об устройстве Windows. Не удивлюсь, если там есть даже руководство, как самостоятельно написать драйвер для нового крафтового устройства. Ну, очередная дискета скопировалась, и система снова предлагает нам вставить диск номер 4. Вставляем. Не забудьте зарегистрировать вашу копию Microsoft Windows 3.1. После регистрации фирма Microsoft будет, первое, сообщать вам об обновленных версиях и выпусках. Интересно, да, Windows 11 будет сообщать? Короче, о новых продуктах Microsoft. Я так понимаю, почтой, да, присылать? Присылать вам бесплатный информационный бюллетень по Windows. Мне очень нравится, что слово «бесплатный» написано супер огромным шрифтом, типа с капсом. Ну что, бесплатный, платить не надо. Ну хорошо. И на том спасибо. Вставьте диск номер 5. Рутина. Сейчас самое подходящее время, чтобы снять этикетку с серийным номером. О, блин, а где на образе дискеты серийный номер? Я поищу, где-то должен быть. Она находится на тыльной стороне обложки книги, приступая к работе с Microsoft Windows. Блин, а вместе с образами дискет книга не прилагалась. Поместите этикетку на ваш компьютер для справки. Для какой справки, интересно? Я не знаю, ни разу в жизни не наклеивал серийник от Windows на свою машину. Впрочем, ноутбуки часто продаются с такой лицензионной наклеечкой. Ну, по идее, наверное, так и надо было сделать. Я обязательно ее распечатаю и наклею. Самое интересное, что никакого серийного номера он не просит. Ну ладно, значит, не очень-то и нужно. Вставьте диск номер 6. Вставьте диск номер 7. Вставьте диск номер 8. Самое забавное, что больше никаких новых сообщений снизу он нам не выдает. Мог бы порекламировать сам себя, рассказать о новых преимуществах и так далее. Я заметил, что дольше всего копируются шрифты. Такое ощущение, что Windows 3.1 просто сконцентрирован именно на шрифтах. Их там больше всего. Я так понимаю, целых пару дискет. Ну, неплохо. С другой стороны, появились шрифты TrueType, которые масштабируемые векторные шрифты. Мы их, кстати, используем по сей день. Причем в точно таком же формате. Вы можете взять шрифт из Windows 3.11 и использовать его в Windows 11. Дальше программа установки предлагает нам выбрать принтер. О, как тут много принтеров. У меня, кстати, есть принтер. HP LaserJet CP1025 Color. Интересно, он есть в списке? Так. HP-то есть? Fujitsu. О, HP. Нет, моего принтера я что-то здесь не наблюдаю. Ну ладно. Поддержка USB все равно у Windows 3.1 так себе, средненькая. Ладно, ее там нет. Устанавливаются наши программы, точнее они уже все установлены, нам демонстрируют, что они установлены. Там есть игры, обязательно поиграем. Так, ну что ж. Дальше у нас идет поиск. Я так понимаю, он поискал, какие у нас есть приложения, уже установленные на диске. И ничего интересного для себя не нашел. Но зато предложил нам запустить учебник, друзья. Будем учиться Windows. Привет, это я, Рина из Cats Digital. Новенький альбом уже готов. И знаешь что? Он выходит 30 февраля. Да-да, именно так. Отметь в календаре, поставь свечку, пусть музыка ждет тебя теплой. Конечно же, будем учиться Windows. Нас приветствует учебник Windows. Кстати, это очень благородно было встроить учебник прямо в программу установки, а не какой-нибудь отдельной программы. Так, вы хотите научиться работать с мышью? Да, мы хотим. Мы хотим научиться работать с мышью. Ни разу мышь в руках не держал. Давайте попробуем. Этот урок поможет вам научиться работать с мышью в Microsoft Windows. Для продолжения нажмите Enter.
Мышка, так же как и клавиатура, используется для управления работой компьютера. Для работы с мышью необходимо взять ее в руку и переместить по ровной поверхности. Если вы левша, возможно, вам будет удобнее. Нет, я правша. Давайте правша. Так, нажмите P. Когда вы перемещаете мышь по поверхности, указатель, имеющий форму стрелочки, перемещается по экрану компьютера. Ну, кстати, не так уж это смешно, потому что в старые добрые времена, а вы помните, что это начало 90-х, не у всех компьютеров в принципе была мышь. Мне кто-то в комментариях даже написал, что я зажрался, что у меня есть мышь. Еще и винчестер 500 мегабайт. Так что да, обучение мыши, наверное, не такой уж плохой план. Давайте учиться вместе. Перемещайте мышь и посмотрите, что происходит. Она двигается, боже. Input lag, кстати, сумасшедший, друзья, мне очень сложно работать с мышью, я наверняка не буду попадать в некоторые вещи. Так, переместите мышь по циферкам, чтобы... Ага, понятно. 1, 2, 3. Кликать ничего не надо, просто перемещаем мышь. 4, 5. Та-дам! И появилось окошко диспетчера программ. Слушайте, классный учебник, даже с анимацией. И с красивыми картинками. Чтобы выделить некоторый элемент на экране, необходимо переместить на него указатель, затем нажать и отпустить левую кнопку мыши. Такая операция называется щелчок. Я тебя сейчас щелкну. Очень мило, что написано, что кнопку надо не просто нажать, а еще и отпустить. Давайте попробуем. Для продолжения щелкните. Я щелкнул. Так, щелкните по кнопке меню. Угу. Она улетела. Боже, я кликаю, и окошко рассыпается. Что происходит? Владлен, я звала тебя починить мне компьютер, а не развалить его на части. О, прости, наличка, я все исправлю. Так, меню ушло. Ну, получается так себе. Главное, реквизиты. Какие реквизиты? Банковские? В общем, все ушло. Вы можете также выделить элемент, быстро щелкнув 2 раза по строке. Такая операция называется двойной щелчок. Ну что ж, давайте кого-нибудь дважды прищелкнем. Я буду тебя прищелкивать. Опа, о. Кажется, он становится снова живым. Был как будто не живой. С этим input лагом очень сложно попасть, извините, друзья. Так, ага, сюда. Я обязательно выживу, я обязательно попаду. Так, окей, кажется, я все оживил. С помощью мыши вы также можете перетаскивать элементы с одного места на другое. Для продолжения щелкните по клавише мыши. С помощью мыши вы можете... Так, перетащите кнопку. Давайте попробуем. Не сказать, что это супер легко, но мы справляемся. Люди, кто имел честь пользоваться шариковой мышью, прекрасно знают, что она работает вот примерно так же. Во-первых, у мыши маленький FPS, небольшой input lag, ну а также позиционирование не безупречное. О, Владлен, спасибо, что собрал окошко. А я думал, ты только ломать все умеешь. Ну и вы, в общем-то, мы научились работать с мышью. Дальше можем приступить к урокам основы Windows. Ну что ж, друзья, урок основы Windows поможет нам овладеть основными навыками, необходимыми для начала работы с системой. Шутка ли, но раньше действительно были такие курсы, как курсы оператора ЭВМ. Ну, не знаю, если среди моих подписчиков есть старики, ну, они точно есть, то вы застали это время. Знаете, даже у меня есть диплом оператора ЭВМ. Правда, куда делся этот диплом, я не знаю. Скорее всего, я что-то подтер и где-то его потерял. В общем, сейчас мы пройдем краткий курс молодого бойца оператора ЭВМ. Давайте попробуем обучиться работе с Windows. Иронично, но нам это не пригодится, потому что современный Windows выглядит совсем по-другому. Итак, начинаем. При каждом запуске Windows начинается с работы диспетчера программ. С его помощью вы можете объединить ваши программы в группы по интересам. Так, хорошо, давайте. Когда вы открываете группу, в окне появляются все приложения, входящие в группу. Так, теперь группа реквизиты открыта. В окне группы имеются значки, каждый из которых соответствует приложению. Продолжить, продолжить. Группу в группе создавать было нельзя, кстати. Запуск приложения осуществляется так же, как и открытие группы двойным щелчком мыши. Запустите приложение в Write. Хорошо. Write — это WordPad до того, как стал известен. Так, при работе с приложением вы можете использовать в качестве рабочей области весь экран дисплея. Для этого разверните приложение. Вот эта кнопочка позволяет вам развернуть. Разворачиваем. Ух ты! Теперь сверните обратно. Ну что, он мной командует. Ну ладно, свернем обратно. Так, восстановите прежний размер. Хорошо. Вот так.
Интересно, можно ли где-нибудь скачать плагин для того, чтобы Windows 11 выглядела в дизайне Windows 3X? Я бы установил такое, это, наверное, супер забавно. Есть еще кнопка «Свернуть», которая позволяет свернуть приложение в значок. Хорошо, давайте свернем приложение. Вот он, наш редактор Write, внизу появился. Также вы можете свернуть диспетчер программ. Свернули, хорошо, хорошо. Вы можете их восстановить в прежний размер окна. Для этого дважды щелкните по значку приложения. Давайте. Опа, вернули. Write у нас увеличился. Также вы можете перемещать окно по экрану. Давайте попробуем. Переместите его в эту область. Опять он мной командует. Так, оп, переместил. А теперь верните обратно. Ну что за туда-сюда? Это туда-сюда раздражает. Ты определись. Так, вы можете менять и размеры окна. Для этого надо изменить ширину и высоту окна. Угу. Возьмитесь за уголочек, да? Ну давайте попробуем. Так, с таким input лагом это будет не очень легко. А, получилось. Теперь верните обратно. Опять обратно. Ну, сейчас я попаду в уголочек, боже. Это сложно. Так, нужно поместить. Да я понял, куда поместить. Он не дает. О, все. Руки трясутся, мышь трясется. Причина тряски неизвестна. В верхней части большинства окон есть кнопка меню. Чтобы открыть меню, щелкните его. Так, щелкнули. Так, если вы выбрали команду, после которой нет многоточия, то эта команда немедленно выполняется. Если вы выбрали команду, после имени которой стоит многоточие, то на экране появится диалоговое окно. Да, нас такому учили. Кстати, это работает по сей день. Именно так. Итак, нажмите «Файл», «Открыть». Ну, давайте попробуем. Файл, «Открыть». Оу. Диалоговое окно появляется потому, что команде было многоточие. А еще команда «Открыть» может быть выполнена только после предоставления дополнительной информации. В данном случае вы должны выбрать файлы, которые нужно открыть. Логично. Существует два способа выбора файлов. Вы можете набрать имя файла или выбрать его из списка. Так, давайте мы просто щелкнем, и имя файла заполнится. Понятно. После этого нажмите «Ок». Да понятно, хорошо. Вот, шоколад.ври. Угу. Рецепт шоколадного мороженого у нас открылся. Ух ты! Теперь вы умеете выбирать файл в диалоговом окне. Здорово! Существуют и другие способы ввода информации в диалоговое окно. Давайте потестируем их. Вот они. Воспользуйтесь примером, чтобы потыкать все возможные кнопочки и ползуночки, и будет меняться количество калорий. Ну давайте потыкаем, почему бы нет? Мороженое, ложки, количество ложек. Вот, input lag. Так, вот, 4 ложки, приправы. Так, у нас тут много, давайте банан. Ладно, пускай банан. Так, добавлять или не добавлять орехи, в общем, все понятно. Следующий раздел. Часто при работе в Windows у вас имеется одновременно несколько запущенных приложений. Приложение может содержаться в одном значке, либо быть развернуто. Так, ну понятно. Окно, в котором вы работаете, называется активным окном. Если вы хотите активировать Write, надо сначала сделать окно активным. Так, чтобы активировать Write, щелкните по любому месту этого окна. Чик. О, да. Окно Write является активным. Отлично. Когда вы завершаете работу с приложением, вы можете закрыть его. Чтобы закрыть приложение, надо закрыть соответствующее ему окно. Дважды кликните мышью по минусу. Хорошо, давайте кликнем. Минус Write. Окно Write закрыто. Ура! Мы научились, друзья мои, пользоваться Windows. Теперь мы можем завершить работу с учебником. Так, нажмите «Да». Хорошо, да. И можем смело уходить на ресет. Теперь у нас есть настоящий, самый настоящий, хороший, добрый, старый Windows. И мы можем его запустить командой Win. Напишите Win, чтобы выиграть. 93 год. Windows 3.1. И вот он запустился. Так, он нам предлагает поработать с кодовой страницей, не надо. Да, на 286-м у нас все прекрасно работает. Панель управления. Нет, панель управления нам сейчас пока не надо. У нас ни звука нету, ни видеокарты толком. Поэтому оставим в покое панель управления. Давайте лучше посмотрим что-нибудь, что мы действительно знаем и понимаем. Например, игры. Вот пасьянс. И он работает, несмотря на такой медленный доисторический процессор 286. Конечно, все в 16 цветах. Но слушайте, большинство людей и работали в Windows 3X в 16 цветах. Только, ну не знаю, специалисты, возможно, у них были какие-то драйверы. Но все, что я видел, связано с Windows 3.1, работало в разрешении 640x480, 16 цветов. И пасьянс игрался точно так же. Кстати, вне зависимости от того, какой у вас был монитор и видеоадаптер,
Пассианс все равно был 16-цветным. Он просто таким был сделан. В общем, он работает. Сапер. Давайте посмотрим. Так, сапер у нас... Да. Глупая первая версия, в которой можно было попасть сразу на мину первым кликом. Так, ну, сапер, как мы видим, тоже работает, в отличие от моего input лага на мышке. Но это не самое главное. Давайте посмотрим какие-нибудь приложения для работы. Можно ли работать на 286-м? Давайте начнем, например... Где у нас? Так, расширим немножко. Ну, с чего-нибудь звукозаписи нет. Калькулятор. Ну, калькулятор никогда не менялся. Я думаю, что он исправно считает, даже несмотря... Да, все отлично считает. Даже несмотря на свои почтенные годы, он все еще правильно считает. В маразм не впал. Итак, вот тот самый редактор Write, на котором мы учились. И тут действительно можно печатать. Возможно, самые олды из вас застали время, когда в этом самом редакторе в Windows 3.1 печатали какие-нибудь объявления или, может быть, рефераты, доклады в школу. Ну, как вы видите, он все еще работает и печатает. Ну, да, без панельки быстрого доступа это не очень удобно. Через меню увеличивать, уменьшать шрифт. Не то нажал. Увеличить шрифт. Почему нельзя сразу... Нет, да, вот. Вот этот шрифт гораздо покрупнее. Так, мы сделали заголовок. Тут можно просто нажать шрифты. И выбрать нужный. Ну, да, пожалуй, это более простой и очевидный способ. Знаменитый шрифт Wingdings, которым мы печатали послания друг другу, зашифрованные. Этот шрифт состоит просто из пиктографических картинок. Так, размер, ну давайте 48. Вот это я понимаю. Как ваши дела? Times New Roman. Нет, сохранять, конечно же, мы это не будем. Ну и самое главное, ради чего я хотел себе когда-то Windows 3.1, это графический редактор. Настоящий, полнофункциональный графический редактор Paintbrush. A.K. Paint сейчас. Paint это какая-то персик какой-то получился. Так, нет, это я хотел Cat изобразить. Ну, из-за того, что у меня небольшой, ладно, очень большой input lag, мышка дергается и ходит рывками, ну, вот Cat получается примерно такой. Я не уверен, что вы даже его узнали. Ну, да, что-то типа того. Я не знаю, что это за парень. Мне Кильнерина рассказывала, что есть некие такие люди, типа не люди, филисы. В общем, вот они выглядят примерно так. О, мы даже видим, как прорисовывается черестрочно заливка. Если замедлить, кстати, можем увидеть прям подробненько этот процесс. Ну, давайте раскрасим. И я уверен, что вы очень хотите получить эту фотографию, поэтому я, разумеется, ее сохраню. Скачать вы ее можете в нашем благословенном телеграм-канале. Так, куда бы я сохраню-ка я его сюда. Так, на диск C. Что-то у меня язык не переключается. Что, я не хочу по-русски писать, по-английски хочу писать, вдруг он не прочитается. Cat. Ну, ладно, назовем по-русски. Блин, а вдруг он на самом деле в Norton Commander не прочитается? Давайте, подождите. Я придумал выход. Надо назвать его цифрами. Цифры во всех языках одинаковые. Все, вот цифрами он точно сохранится. Сохранить, окей. Ну и теперь перекинем его на дискету. Это единственный способ общаться с этой машиной. Завершаем работу Windows. Так, Norton Commander. Ах, ну да. Конечно, дискета-то у нас не форматированная. Сейчас быстренько отформатируем. А быстренько-то мы ее не отформатируем. У нас нету файла format.com. И что нам делать? Думай, Владлен, думай. Думай. Кажется, я придумал. Надо зайти в Windows. Наверняка можно отформатировать из-под Windows. Так, главное, диспетчер файлов. Вот для этого нам и потребуется диспетчер файлов. Это такой, типа проводника. То, что раньше было как проводник. Ну, не было проводника, было вот это вот. Диск А у нас не должен сейчас прочитаться. Да, и он предлагает нам его отформатировать. Да. Системный диск нам не надо, просто окей. И да, действительно, друзья мои, пошло форматирование. Я не уверен, что я хоть раз в жизни за все свои много-много лет форматировал диск из-под Windows 3X. Ну, по крайней мере, я не видел такого окошка. Вот сейчас, наверное, знаете, с почином меня. Первый раз форматирую диск из-под Win 3X. И, как видите, все работает. Так, создание корневого каталога. Что это значит? Ну ладно, создавай корневой каталог. И вот диск у нас отформатировался. Как видите, он у нас пустой и рабочий. Так, дальше нам нужен наш
файл с картинкой, который мы... Что-то он соображает не очень быстро, ладно. Так. И это почему-то было же cat. Было cat. Я точно видел. Копировать F8. Кто придумал копировать F8? Копировать в. Я не могу переключить шрифт. У меня почему-то не переключается шрифт. Два шрифта не работают. Так, а в буфер обмена я могу скопировать только один файл. А как же мне их скопировать? Ну хорошо, давайте один, вот этот. Так, файл, копировать. Копировать в буфер обмена. Хорошо. Он, интересно, сам файл копирует или путь к нему? Окей, копировать. Так. Файл А вставить тут нет такой функции. Копировать есть, вставить нет. Кажется, этот старый проводник работает не совсем так, как наш привычный проводник. Нет, мы не можем его скопировать в буфер обмена и вставить. Окей, и что же делать? Ладно. Дискета-то у нас все равно отформатированная. Мы можем теперь уже воспользоваться Norton Commander. Просто выбираем диск А и копируем туда оба этих файла. Надеюсь, мне удастся их вытащить на реальное железо. Спойлер, у меня получилось. Скачать этот шедевр в восхитительном качестве без сжатия вы можете в нашем телеграм-канале. Кстати, не побрезгуйте туда зайти, там помимо этого еще много чего интересного, а также пообсуждать и поржать. Ссылочка, как обычно, в описании под видео. Ну а я на этом прощаюсь с вами. В следующий раз мы с вами уже увидимся со сборкой 386-го. Поэтому не пропустите, узнаем, насколько он будет мощнее и производительнее. И пощупаем, например, уже Doom. Да-да, 386-й уже его может осилить. Но как, это вопрос спорный. Все это увидите в следующем выпуске. А с вами был Владлен. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Увидимся с вами. Пока-пока.